Полили с утра до ночи. Мы не могли с подвала вылезть. Они были здесь хозяева, они ногами открывали двери. Мечта есть о мире, чтобы не было обстрелов. Чтобы наши дети, наше светлое будущее, чтобы они дождались мира. И мы, чтобы еще, они такие уже старые, тоже, чтобы мира дождали. Остановите войну. Люди пугают. Здесь детей же не осталось никого. У меня дети прописаны, тут нема никого. Я сама осталась. Остановить фашизм, который у нас тут процветает. Российский народ, украинский народ против фашистской нечисти. Защитите нас, пожалуйста. Не отдавайте нас больше Украине. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Здравствуйте, Тамара Дмитриевна. Вот я приготовила здесь в Луганск, в Донецк книги для библиотеки. Некрасова восьмитомник, Чехов восьмитомник и 2 набора для первых классов, для первоклашек. Это не первая моя, так сказать, помощь по моим возможностям туда. Ну и, надеюсь, не последняя. Дайте вам пожать вашу руку. Вы не настоящий герой у нас. Нас не задушить, не победить. Конечно, это даже не обсуждается. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо. Держи, Саша. Так, И вот это. И вот это обязательно. Да, Все, класс. Спасибо, всего хорошего. Спасибо вам. Вы очень крутая. прям от Спасибо. души. Спасибо, ребята. Пойдемте нас провожать потихоньку, и мы дальше делать хорошие дела. С Народным фронтом мы работаем с людьми, которые хотят передать и ребятам на фронт, и деткам, и семьям. Вы вот принесли бойцам ваши вещи, перцы вот армейские, здесь вот стараться. И мы в меру своей возможности отдаем свой служебный автобус. Ну, привез со своей лопаты. Вот они мне лежали за баней, без дела. Ну, моя лопата не всегда в ходу, нужны. Я учусь в 1 классе. И солдатиками принесла монетки. Которые ты собрала сама. И письмо. И вот, знаете, фраза есть такая «с миру по нитке», и в этом случае так и есть. Каждый свою лепту вносит, и благодаря им уже все происходит, когда мы передаем ребятам и деткам, и людям вот в ЛДНР и на фронт всю помощь. И в ближайшее время сегодняшнюю передачку от пенсионеров мы доставим в Луганск и в Донецк. Когда детки это получат, я думаю, они будут рады. А пока сейчас что, едем в офис Народного фронта и уже будем все организовывать, как-то мы передаем. Вот изначально, говорю, поставили себе задачу не так, чтобы абы как, абы что-то, а вот нужно, если что-то делать, значит, нужно делать правильно. Меня зовут Валерия Ткачева, я журналист, политобозреватель, общественный деятель. Родилась я в Краснодоне, Луганская область, до 18 лет прожила там. Самые прекрасные воспоминания детства, юности, конкурс «Мисс Луганочка» 2010 год. Работала долгое время в сфере телевидения. Я являюсь по сей день, у меня вроде как не забрали это мое звание «Завидная невеста Украины». После я жила в Киеве, получала высшее образование, строила карьеру, выстроила и поняла, что это уже не та Украина, которая была раньше, до определенных событий, до определенных лет, и я приняла решение переехать в Москву. Ранее у меня вот на протяжении многих лет сфера телевидения, медийная, красные дорожки, съемки, развлекательные передачи. То есть жизнь у меня шла своим чередом. И когда наступил момент, когда людей стали эвакуировать, то есть еще не была объявлена спецоперация, когда начали эвакуировать людей. Последние месяцы мы ежедневно фиксируем наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения. Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей. С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. В тот момент я поняла, что вот это моя жизнь с красными дорожками, с какими-то мероприятиями, что это настолько ничто по сравнению с тем, что сейчас происходит. Началась эвакуация деток.
первую очередь, как сказал глава ДНР, эвакуируют детей, женщин и стариков. В этот же момент я начала собирать гуманитарную помощь сама лично. Также у меня большая аудитория людей, которые меня в этом поддерживают. У меня свой телеграм-канал «Говорит Ткачева». И когда происходят какие-то события, то есть совместно мы организовываем сборы, я закупала гуманитарную помощь, детское питание, детские трусики, одежда, там, средства гигиены, и отвозила в ПВРы. И вот с того момента я для себя приняла решение, что я обязана, так как это мой край. Я была Мелитополь, Мариуполь, Донецк, Харциск. И уже там отвозила гуманитарку. Посетили дом престарелых, передали гуманитарку, посетили интернат, в котором проживают дети. Ситуация здесь очень накалена, потому что мы фактически на линии соприкосновения, до Запорожья буквально час. Потом мы ездили в детские дома, там, ну, и привозили там, помимо там, сладостей, игрушек, то, что необходимо, это и стиральные машинки, и ноутбуки, и какие-то там гладильные системы, потому что детей много. Глаза этих детей я буду помнить всю жизнь. Дайте мне такое средство, чтобы хоть на полчаса я смогла вернуться в детство и поверить в чудеса. В глазах тех детей больше силы, чем во многих взрослых людях. И чем в тех, кто вот уехал, и которые говорят, что мы что-то начали. Мы ничего не начинали. Мы долго ждали, нас провоцировали, и поэтому сейчас так, как все есть. Ну что, я сегодня крайний день нахожусь в Донецке. Вот сейчас записываю вам видеосообщение, и вдалеке бахает. Бахает постоянно. Когда, ну, понятно, я там была, я слышала обстрелы, у нас за окном бахало, там прилеты были. Это тоже страшно. Конечно, я вроде бы сижу сейчас такая хрупкая девушка с макияжем, с кудряшками и что-то рассказываю. Но когда я была там, вот, ну, действительно я прочувствовала, как там вообще люди вот на протяжении стольких лет выживают. И это жуть. Это жуть. И самое страшное, что за столько лет они уже как к должному этому относятся. Ну, бахнуло где-то, бахнуло. Только прошла вот там. Только прошла, забежала, кинула икру и пошла, меня не тронули. И зашла в рынок с поставщиком. Говорю, идем там, первый раз когда стрельнула. Только зашли, как хрестнула. Ну, это же осколки, наверное, да? Покажите. Что это? Это кусок здания. А, вон у тебя дырка в крыше. А, вон еще в крыше дырка. С Зеленским мы познакомились, ну, вот, пересекались. Был проект, который был связан с группой «Виагра». Битва за место в Виагре начинается! Зеленский был под кайфом на протяжении вот всех съемок. Сколько мы с ним пересекались. В плане общения он был, ну, такой, какой он был раньше. Он был веселый, он был общительный, он был нормальный. Вот в то время он был нормальный. В какой момент он стал вот этим зверем, я не понимаю. Как говорят, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. И вот скажи, какой президент у страны, и ты увидишь будущее этой страны. Глядя на Зеленского и на всю верхушку, ну тут невооруженным взглядом видно, это не какие-то наговорки. Тут невооруженным взглядом видно, что это, ну, кокаиновое вот это вот полотно. Ну, вот. Поэтому Зеленского судьба уже предрешена самим им, собственно, как и Украины. Мы сейчас находимся на нашем складе. Вот, в региональный исполком Народного фронта по городу Москве москвичи приносят различную гуманитарную помощь. Это может быть как маскировочные сети, генераторы различной мощности, вот такие аптечки, ну, продукцию там гражданского назначения, да, вот, например, приносят для детей, для того, чтобы мы передали в детские дома в Луганск и в Донецк. Вот, лопаты, которые сейчас необходимы нашим бойцам для того, чтобы окопаться, бензопилы и много-много другого. Мы консолидируем всю эту гуманитарную помощь и отправляем. Мы являемся как бы
проводником этой гуманитарной помощи для тех людей, которым это сейчас нужно на освобожденных территориях. Вот сзади нас идет погрузка. Большими машинами отправляем все на передовую ребятам, людям в зону боевых действий, в ЛДНР. И вот сегодня, когда мы были у бабушки в гостях, когда она нам отдавала литературу, наборы первоклассникам, вот тоже таким же образом мы все запаковываем, все доставляем. И вот каждый человек, который передает и оказывает свою помощь, уверен в том, что оно прибудет в то место, в то время и тем людям, которым оно предназначалось. Сегодня полностью машины будут готовы, выезжают, и уже завтра будет передана вся гуманитарная помощь непосредственно в те зоны, в которых нас ждут. Хочу огромную благодарность выразить от лица командования, от лица личного состава нашего корпуса за предоставленные средства связи. Спасибо людям огромное, что не забывают. Все мы вместе, все ми єдині, всі ми сильні. Не забувайте своє коріння та пам'ятайте, що наші діди російські, українські, білоруські були в окопах плече об плече. Шануйте пам'ять їх. І 9 травня – це День перемоги, а не День Європи.